В национальном парке Тарангири, где древние баобабы возвышались над выжженной солнцем саванной, инспектор заповедника Элиас Мора завершал вечерний обход. Внезапно тишину нарушил отчаянный крик слоненка. За годы службы он слышал множество тревожных звуков, но этот невозможно было спутать ни с чем. В нем звучали страх, боль и безнадежность. Осторожно пробираясь через густой кустарник, Элиас вышел к небольшой ложбине. На земле лежал маленький слоненок. Его передняя нога была намертво затянута браконьерской петлей из прочного синтетического троса. Каждая попытка освободиться лишь сильнее затягивала ловушку, причиняя нестерпимую боль. Вокруг виднелись свежие следы стада. Вероятно, малыш ненадолго отстал от матери и случайно угодил в западню. Инспектор понимал, что каждая секунда дорога. Если взрослые слоны вернутся раньше, чем он закончит, они воспримут его как угрозу. Несмотря на риск, Элиас опустился рядом и спокойным голосом попытался успокоить испуганное животное. Слова были бесполезны, но спокойная интонация и медленные движения постепенно заставили слоненка замереть. Элиас достал нож и начал резать толстый трос. Волокна почти не поддавались, лезвие скользило, руки покрылись потом и пылью. В этот момент вдали раздался тревожный трубный звук. Затем еще один. Стадо возвращалось. Из кустов уже доносился треск ветвей. Инспектор понимал, что времени почти не осталось. Собрав последние силы, он сделал последний надрез. Петля лопнула. Несколько мгновений слоненок лежал неподвижно. Затем осторожно поднялся на ноги. Сделав несколько неуверенных шагов, он посмотрел на человека, тихо протрубил и побежал навстречу своему стаду. Элиас поспешил в противоположную сторону. Уже через секунды земля задрожала под тяжелыми шагами взрослых слонов. Они окружили малыша, касаясь его хоботами и внимательно осматривая раненую ногу. Ночью инспектор почти не спал. Он понимал, что нарушил инструкции, ведь в одиночку приближаться к детенышам крупных животных запрещалось. Однако сожаления не испытывал. Если бы пришлось выбирать снова, он поступил бы так же. На рассвете Элиас вышел на веранду своего домика и сразу почувствовал необычную тишину. Вдруг из утреннего тумана появилась огромная фигура старого слона с длинными потемневшими бивнями. За ним медленно вышли несколько слоних, затем все стадо. Через несколько секунд дом оказался окружен десятками огромных животных, но никто не проявлял агрессии. Слоны не ломали ограждения и не пытались напасть. Старый самец подошел совсем близко, внимательно посмотрел на человека, коснулся хоботом деревянного столба и тихо издал низкий ракочущий звук. Остальное стадо ответило ему спокойным гулом. Одна из слоних подвела вперед того самого слоненка. Он уже уверенно держался на ногах, хотя след от петли еще оставался заметен. Малыш медленно подошел к Элиасу, вытянул хобот и осторожно коснулся его ладони. Прикосновение длилось всего мгновение, но человек понял его без слов. Он не сделал ни одного лишнего движения, уважая доверие дикого животного. В тот момент Элиас осознал, зачем пришло все стадо. Они не угрожали и не защищались, они словно хотели показать, что слоненок жив и вернулся к своей семье. Через несколько минут старый самец повернулся к равнине и позвал остальных. Слоны неторопливо двинулись прочь. Маленький слоненок еще раз обернулся, тихо протрубил и исчез в утреннем тумане вместе со стадом. С того дня Элиас иначе смотрел на мир дикой природы. Он понял, что животные способны помнить добро, доверять и выражать благодарность так, как человек далеко не всегда способен объяснить словами.